Всем привет! Вы на канале Паркетосы, и сейчас, когда идет съемка, мы даже не знаем, где мы еще этот ролик будем выкладывать. Может быть, уже нету у нас Ютуба, нету Инстаграма, нету Фейсбука, но вместе с тем мы решили не сидеть дома, немножко отключиться от всех новостей, от всех фейков, собраться самым дружным нашим коллективом друзьями и выехать на свежий воздух. И сегодня у нас такая покатушка под названием «Мобилизация». Мы сегодня в 6 утра объявили подъем по тревоге, в 9 часов получили все координаты точки сбора, где происходит мобилизация, и выдвинулись. В каждой точке мы стараемся находиться минимальное количество времени и все время двигаться вперед. Сейчас пойдем познакомимся с нашими участниками, кто у нас сегодня приехал. Первый у нас вот новичок, джип, Чарок, Либерти. Расскажи, какой позывной? Первый. Первый, хорошо. Как машина какого года? 2004 год. 3,7 бензин. Нравится? Да. Ну все, сегодня будем кататься. Погнали дальше, время бежит, нам нельзя останавливаться. Следующий у нас участник, это, можно сказать, боевая тяжелая техника. Не знаю, издалека вы уже увидели, что за машина? Dodge Durango, 5,7 бензин, 7-местный минивэн, полноприводный. Позывной? Дюрик. Двигаемся дальше. Самый такой подготовленный зло, это наш разведчик, передовой отряд. Позывной? Воечка. Машина? Каранда 2,3 бензин. Есть машина обеспечения, у нас есть пикапы, если что загрузить, если что подвезти, привезти. Какой позывной? Полночный ветер сегодня. Вот так вот. Что за машина? L200, 2006 год, 2,5 дизель. Окей, двигаемся дальше. Время у нас бежит. У нас вон миротворческие войска из Японии. Что за машина и позывной? Nissan Tirana 90-го года, 2,7 дизель, позывной красный. Следующий у нас вон поддержка американцев. Джип Cherokee, 99 год, 2,5 турбодизель. Позывной? 666. Вот, позывной 666. Еще его старший брат Янки. Машина трохи постарее, наверное, да? Какого года? 95-го. 95-й? 2,5 дизель, Харьки. Позывной Харьки. Французы! Как там, привет этому Макрону, как там у него дела? Не знаю. Не знаю. Что за машина? Renault Duster, 2007 год, 2.0 механика, позывной Смайл. Позывной Смайл. Ну все, такая машинка, это сегодня, да, доедет, наверное. Позывной Мишибава. Машина у вас Патриот, 21 года выпуска, полный сток. Все с завода, ничего не меняется. Ты же видишь, как сейчас в сети троллят все, что связано с русским миром. Я тачкой доволен на 100%. Дмитрий, Nissan Navara, 11 год, 2,5 дизель механик. Все хорошо. Так, где у нас еще участники? Вон там они спрятались. Смелые китайцы. Кто владелец этого китайца? I'm Борода. Ай, Борода, позывной Борода. Что за тачка? Great Wall Hover. Пушка Гонка 2,4. 2,4, який год? 15-й. Ну все, добро. Джип Grand Cherokee, 2003 год, 2,7 дизель. Позывной Хомяки. Ага. Рассказывай, что за машина. Нива 2121, 81 год, 1.6, карбюратор Solex. Зовут Антон, позывной Масянин. Масяня, блин, машина самая старая. Что за машина? Какой год? Нивка Легенд, 2012 года, ну, с пушкой гонка. Позывной? Сэм. Позывной Сэм. Ну что, вы познакомились с нашими участниками, двигаемся на поиски приключений. Все-таки идет мобилизация, и у нас, можно сказать так, по законам военного времени едем тренироваться и испытывать свои автомобили. Погнали!
demand that I eternize your name. Walk ahead. You cover us in shame. I take the blame. Living by the rules, teach high school blues. Walk ahead. Big cannons keep provoking. Blood-red sun starts choking. Can anyone stand this nonsense? Eaten away, telling us to stop and obey. To stop and obey. Now rats can shine and jokers got silver lining. Holy Mary sings songs in the wet rain. Walk ahead. Now every new day's a new firearm to my teeth. Call me a liar. Building as you rip. Someone show me someone living a desire. Cannons keep provoking. Blood-red sun starts choking. Can anyone stand this nonsense? Beaten away, telling us to stop and obey. To stop and obey. When this goes wrong, do you know what you wish for? This goes wrong. Do you know what you wish for? I don't think you know. When this goes wrong, let me know. Just let me know what you wish for. Let me know what you wish for. Прокрадывается через лес.
Проехал по пеньку. Проезжай, проезжай, проезжай. Там, получается, на острое. Еще назад, дай, выверни колесо. Влево, выверни колесо. Вот, да, еще. Все, забирай телефон. Да, пускай. Стоит нормально. Просто правее. Все чистые еще едут. Сейчас мы отрабатываем одно такое задание, это передвижение, скрытое передвижение. Поэтому мы едем не по дороге, а едем по лесу. Немножко почистили лес. Сейчас высокая колея такая глубокая. И вот пробираемся потихоньку. Машин у нас сегодня много, поэтому мобилизация, могу сказать, что прошла на высоком уровне. Началась на высоком уровне. Движемся дальше по глубокой колее. Машины застревают. Лед просто такой жесткий. У кого резина хорошая, тот может выпрыгнуть. У кого резина плохая, вся надежда на защиту металлическую и ломиться вперед. Вот мы на этом джипе сегодня едем. За рулем у нас девочка и просто показывает высший пилотаж. Несмотря на то, что первый раз поехала. Я девочка с рулем вот этого джипа. Я еду, ничего не боюсь, потому что со мной классная команда. Поэтому все, кто желает получить крутые эмоции, пожалуйста, добро пожаловать к нам. Заднее колесо оторвалось. Ну вот нашли замечательное место, можно масло поменять, можно еще чего-нибудь сделать. Вот смотрите, полностью доступ, колеса крутятся. Металлическая защита, кстати, тоже неплохая. Но он сел уже трохи и днищем, поэтому тут надо только сдергивать. О! Сенсей, борода, подошел, и машина сразу поехала. Была подножка бы еще стал. Но была подножка, еще бы стал, но уже не станет. Для удобства сразу было убрано. Ну, для удобства сразу подножку убрали. Ну. Справа не убрали, поэтому и сел. Бесстрашный японец. Вот машина, смотри, тыдын, кирпичик, блин, и погнал. Молодец, жена. Отличные подножки не мешают. И вот он, звезда Ютуба, УАЗ Патриот новый.
который ничего не боится. Не боится он ничего, смотри. Прекрасно, идеально просто. Тут вообще машина просто едет всегда. 10 сантиметров до подножки. Антон, давай. Все, получилось. Спасатели Малибу. Мобилизация паркетосов идет полным ходом. Двигаемся через лес, зимний лес, завалов много. Пилим лес, слышите, вот на заднем плане пила играет. Сейчас вот пытаемся добраться к речке, к переправе на Волму и попробуем эту Волму покорить. Что там будет дальше, я, конечно, не знаю, но главное, чтобы все участники были в хорошем настроении и мы двигались вперед. We can shine in a crowd, we never hesitate. Let us rise to the clouds. We got nothing to lose, I know the time is right. Let us light up the fuse. And I know, and I know, and I know, and I know we're perfect, you and I. And I know, and I know, and I know, and I know, giving up without a fight. What I feel, I know it's right. Let us detonate tonight. Друзья, не можем перевести дыхание. Пытались ехать скрытно через лес, но все-таки были замечены. Отправили за нами вертолет, военный вертолет кружил, уходили от погони. Сейчас вот приехали тут к небольшому домику лесника, небольшой пикник, надо все очень быстро съесть и двигаться дальше. Скорее всего, чтобы заметать следы, пойдем через речку. Вот, будем пересекать эту речку и двигаться дальше. Максу на ней обещали бродик. Здесь болото вязкое. Вот вам и бродик. Ну что, друзья, решили мы после обеда, можно сказать, закопать тушенку где-нибудь поглубже и подальше, чтобы ее было сложно найти. Вот первый копатель поехал ее закапывать, и у нас уже случилась беда. Так-то надо было туда выезжать, а что туда не выехал? Просто буду не газовать. Макс, когда тебя натянут. Когда, да, давай, сейчас тебя трохи натянут, да. Я посажу пониже туда. Ну давай посмотрим, конечно, тут дело такое опасное. Если пульнет, то пульнет. Нива пошла. Все, он сам уже выезжает.
Развлечения у паркетосов еще те. Вон сейчас Ниву спасаем через блок. Пускай вытянет. Вот, пошла Нивка. Макс у нас отважный. Ой-ой-ой-ой. Нивка, считай, сама едет. Сейчас, лебедочка. Да мы бы ее вынесли б на руках. Следующий УАЗ поедет. Я думаю, что он легче пройдет. Сама едет, смотри. О, видишь? Я ж говорил. Чуть-чуть. Отлично. Ну все, Нива помылась, обмылась, красота. Ну что я хочу сказать? Ну, как-то вот ехали, все было классно, весело, так душевно. Захотелось какого-то экстрима, и мы увидели небольшой тут бродик. Вот, они вроде как говорят, ездит везде, вот решили испытать. Поехала, да, но немножко не доехала, пришлось ее привязать тросиком и высунуть ее обратно на землю. Вернуть с небес, так сказать, на землю. Вот. Вообще классно. Вот, приезжайте кататься с нами, у нас всегда весело, душевно и клево. Традиции менять нельзя, поэтому наша рубрика «Закопай Гродфуд». Что у нас сегодня в закопке? 2 баночки тушеной говядины с перцем чили. Острая, потому что перцы — это паркетосы. Пойдем закапывать в надежное место. Ну что, нашли мы тут одинокую елочку. Тут, наверное, сейчас хрен скопаешь. Два места, я думаю, хватит. Вот, 2 баночки, чтобы без всяких без всякого обмана. Хоп. Песочком присыпали. Хоп. Оп, это наш секретик. Это называется клад. Клад от Гродфуд. Так, клад от Гродфуд у нас закопан. Теперь главное не забыть. Главное теперь не забыть координаты этого места. Мы находимся недалеко от речки Волма. Вот здесь, чтобы вы понимали, ориентир — это ГП Волма. Сейчас мы здесь сейчас мы возле речки. Вот, видите, вот. Оп. Берем наше местоположение. Отправляем. Отправить в Telegram. И вот координаты. Друзья, кто поедет искать, приятного вам аппетита. Я думаю, что вы не пожалеете. Сюда поедете, найдете 2 баночки тушенки. Будет уже весна, здесь все растает. И спокойненько здесь, в домике лесника, сможете приготовить себе что-то покушать и плотно подкрепиться. Удачи в поисках. Кто найдет, обязательно напишите нам в Instagram. Есть у нас один смелый кореец. Смотри, как надо, говорит. Не то, что тут русские утонули. Давай потихонечку. Да тут вообще не глубоко. Утки переходили. Ну все, вот легенько и пошел. Колеса притравил. Все. Все на той стороне. И поехали. Там еще 8 точек брать. Все-таки будет разворачиваться, как я ему говорил. Тогда он как пацан выйдет. Вон. Все. Ну, я же про то и говорил, что аккуратненько вывернется и все. Даже вон, что за пенек подцепим и будем вытягивать. Плохо закрепил бампер. Да, бампер плохо закрепил. Бампер слетел с твоей стороны, бампер висит, чтобы ты его не сломал. Знаю. Повод силовой сделать. Ну, налегке. Чуть левее возьми. Не упадешь. О, давай! Чуть назад откатись.
Стаскивай. Давай подтянем лебедкой. Серж бежит, хватает лебедку. В одно мгновение разматывает ее. Тащит к ближайшему дереву. Серега, улыбайся. Надо молодые пальцы, чтоб работали. А то эти пальцы, вон, куда им только залазить. Ну, короче, нормально так запарковался. Ну да. Перетягивание каната. Это спасение рядового Райна. Наш боец с позывным «Воечка» сейчас будет выезжать из этого брода. Вот, потихонечку. Еще чуть-чуть. Вот, лебедка тянет хорошо. Смотри как. Аж земля, тает лед. Тает лед. Вот для таких поездок как раз-то и нужна лебедка. Добрались мы в нашей мобилизации практически в конец маршрута. Последнее такое препятствие, которое запомнится, наверное, всем, это преодоление брода. Ну что, первый кореец, он самый смелый. Можно сказать, один из подготовленных корейцев. Да, здесь вообще нет ему препятствий. Но адреналинчик такой, что ты едешь по воде, кайфуешь. Вот, спокойненько едет. Пол колеса. Ну, лайт. Добрый вечер. Вы из Беларуси? Доброго вечера. Мы из Беларуси. Солнышко светит, погода сегодня просто шикарная. Ну что, вот наш дебютант. Мы сегодня мобилизовали даже девушек. Сегодня вот у нас одна девушка Наталья на своем джипе. Вообще бесстрашная, просто вон. Ей все равно, где ехать, она вот просто плывет и кайфует от того, что она может. Ну что там, не страшно? Не страшно, но она сосредоточена, видишь, она очень сосредоточена. Легко. Дастеры нипочем. Здесь уже по этому бродику дастеры, каптюры проходили просто по лайту и налегке. Но не каждый день вы преодолеваете броды на своем автомобиле. Нива поедет, наверное, по красоте. Ниве места мало. Она хочет всем доказать и показать. Ну, смотрим, как он сейчас на пороге прыгнет. Ой, прыгнешь на пороге. Спускайся тихонечко. А, хватает клиренса. Вот вам и Нива. Ступенька не ступенька, спокойненько перепрыгивает и пошел. А, какая картинка красивая. Нива. Самый старичок, 81 год, и она еще в бою. У паркетосов ездят все. Ну что, наш Воечка едет и ничего не боится. Американцы едут себе легко. А что это американцы, блин, ему чтобы вода была хотя бы в метр глубиной, чтобы он что-то хоть почувствовал, чтобы какой-то страх появился. Также никакого страха нету. Спокойненько едет себе. Ну что, УАЗ? Да для УАЗа это вообще тьфу! УАЗ едет, блин, вон, по значок УАЗа едет вообще без шторкеля. Уже после того, как Миша ездил в экспедиции, Мише уже ничего не страшно. Ну, Сережа, борода на своем китайце. У него, можно сказать, дембель. Ну, потому что он редко приезжает, и у него дембель зимний. Ты помнишь, чтобы он зимой приезжал? Нет.
Поэтому у него дембель. Ну что, Mitsubishi. Вон, японцы один за одним. Все равно едут с опаской. Никто не знает, вода дело такое коварное. Это кажется все легко и непринужденно. А на самом деле все-таки вода, она и в Африке вода. Можно и в маленькой луже забуксовать, не выехать. Вот еще один японский ветеран. Вообще, кстати, напишите в комментариях, может есть желание и интерес, мы снимем нашу рубрику «Автодуть» на этот Ниссанчик. Уже давно пора на этого красавца заявить всему миру, что это за машина у нас катается в Беларуси. Ну и завершающий, еще один американец, дизелечек, 2.5. Сколько лет он не был в Америке, да, наверное, уже и не будет. Мобилизация паркитосов подходит к своему завершению. На заднем плане вы видите наш передовой отряд. Ребята сегодня действительно на славу потренировались. Мы сегодня и брали и горки, брали глубокую колею, маскировались, ехали через лес, чтобы нас никто не видел. Да, в одном месте мы немножко попались, и боевой вертолет летел, но где-то приземлился, к нам никакой десант не вышел. Как бы грустно или как бы это, наверное, не звучало с наших уст сейчас, что, может, мы тут, не знаю, там, нам смешно или не смешно, нам далеко не смешно. Ситуация на сегодняшний момент в мире действительно такая накаленная и серьезная. Но я хочу сказать, что жизнь продолжается дальше. Никто не знает, что будет завтра. А сегодня мы сделали просто клевый, хороший день в компании лучших друзей. Поэтому подписывайтесь на канал Паркитосы, ставьте лайки, пишите в комментариях. Ну а мы говорим вам до новых встреч! Then it's trips up to Montego Bay. If I take the job, bet I'll get it done. I said it before, I'm a one-on-one. I just caught some ones, only wearing ones. Fornicate the funds, money made me calm. Diamonds on your neck, bet they on your neck. You want that watch, you better rock a tech. You want that chain, you better cop a vest. You want the check, but can you make it stretch?